Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. После прощальной вечеринки в стенах Sony, ее теперь уже бывший сотрудник, настоящий ветеран, проработавший в компании больше 30 лет, Шухей Йошида ответил на вопрос, что там с Bloodborne, по крайней мере поделился собственной теорией на этот счет. Так вот, по его словам, Миядзаки так сильно любит Bloodborne, что не готов допускать к ней кого-то другого, а сам взяться за проект не может, потому что занят, а команда PlayStation уважает его желание. Кроме того, Йошида рассказал, почему провалилась PS Vita, несмотря на теплый прием. Он говорит, что были приняты неправильные технические решения. Например, создание специальных карт памяти только для Vita. Из-за этого людям приходилось тратить больше денег. Также консоль не нуждалась в сенсорной панели на обратной стороне. Для портативки планировался видеовыход, чтобы выводить изображение с консоли на внешний экран. В DevKit Vita он был, но из финальной версии его убрали, дабы сэкономить пару копеек. Но главная причина провала консоли — это отсутствие поддержки со стороны Sony, разрывавшейся между Vita и PS3 и грядущей на тот момент PS4. А вот Nintendo молодцы, говорит Йошида. По его мнению, компания правильно поступила, сосредоточившись только на одном устройстве. Подробнее с выдержками из интервью читайте в посте на нашем сайте по ссылке в описании. Создатели Age of Empires, Borderlands и BioShock объединились в новую студию Stray Kite, чтобы сотворить рогалик в реальном времени под названием War Torn. Сестры Яра и Элани отправятся в путешествие по разоренным островам Талаур, чтобы найти крепость своих предков. Однако, несмотря на то, что героини будет две, игра строго для одиночного прохождения. Мы будем нанимать гоблинов, эльфов и демонов, грамотно размещать их на поле боя и комбить их способности, чтобы одерживать победу. Каждое поражение будет капать на мораль войска, и когда оно совсем решит, что жизнь тлен, игра закончится. Важную роль в сражениях будут играть стихии и различные вещества. Они взаимодействуют друг с другом, и их тоже можно использовать в сражениях. War Torn выйдет в раннем доступе Steam и EGS когда-то весной, без перевода на русский. Инсайдеры оказались правы. Nintendo наконец-то анонсировала второй Switch. В трейлере показали только само устройство, для игр посвятят отдельный анонс. Вероятно, это случится в рамках расширенной презентации Nintendo Direct 2 апреля. Что до видоса, в нем показали новый дизайн, обещали совместимость с играми прошлого поколения, а еще добавили, что некоторые отдельные тайтлы все-таки нельзя будет запустить на Switch 2. Консоль обещают выпустить уже в этом году, но точную дату или цену пока не назвали. Авторы вампирского ведьмака The Blood of Dawn Walker уже говорили, что на все про все у героя отведено всего 30 дней. Публика забеспокоилась, что из-за этого решения игру придется проходить в спешке, но разработчики пояснили, что строгого таймера не будет, а время толкают вперед только квесты, как сюжетные, так и побочные. А вот при свободном исследовании таймер тикать не станет. Всякий раз игра будет сообщать о том, что то или иное задание подвинет часики, а также сколько именно времени нам придется пожертвовать. Таким образом, мы сможем четко планировать свои действия. Наконец, по истечении 30 дней не обязательно настанет Game Over, но каких-либо подробностей на этот счет авторы упоминать не стали. Косарямбами в эту пятницу награждаются следующие персоны. Мистер Сапиес, в 2 статьях описавший положительное влияние видеоигр на мозг, с внушительной вводной, выдержками из научных исследований, все как надо. А Микези XD поведал историю, держитесь за стулья, фурри, так сказать, чтобы знали врага в лицо. Победителей поздравляю, набегу к вам в личку. Корейцы из Неопол выкатили демо-версию экшен-ролевки The First Berserker Казань. Весит она больше 3 десятков гигов и предлагает пройти 2 первые миссии. Проходятся они где-то за 3-4 часа, за это время можно успеть освоить все базовые механики. Авторы делают упор на динамичные схватки а-ля Souls-like. Все, что вы успеете наиграть в демке, можно будет потом перенести в релизную версию, а она станет доступна 27 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.
Команда рукастых фанатов GTA World Travel задумала грандиозное — выкатить мод, который добавил бы карту Liberty City из 4-й части в 5-ю. После 6 лет разработки мод Liberty City Preservation Project успел выйти в конце 2024 и привлек много внимания, а потом пришла Rockstar и потребовала все потереть. Моддеры поблагодарили сообщество за поддержку и пообещали не бросать свое увлечение моддингом, а вот модификацию скачать больше нельзя. В чем именно заключалась претензия Rockstar, не сообщается. NetherRealm Studios выкатила пару свежих роликов, посвященных новым персонажам в Mortal Kombat 1. В брутальный файтинг ворвутся не менее брутальный Арнольд Шварценеггер в образе Конана Варвара и Т-1000 в исполнении Роберта Патрика. Первый станет доступен обладателям Combat Pack 2 и дополнения Chaos Reigns 21 января и 28 января всем остальным. Что до жидкого Терминатора, дата его появления пока неизвестна. Студия Rebellion поделилась свежим роликом по Sniper Elite Resistance. В нем разработчики перечислили ключевые игровые аспекты. Каждая миссия кампании представляет собой песочницу с несколькими точками входа и выхода. Чтобы совершить точный выстрел, нужно учитывать компоновку оружия, гравитацию и сердцебиение вашего снайпера. Визитная карточка серии осталась на месте. Мы по-прежнему сможем отследить пролет пули через тестикулы злых зальдатан рентгеновской камерой. Помимо одиночной кампании, в Resistance завезут кооператив на 2 персоны. Также в игре будет онлайн-режим на 16 человек, выживание на 3 и PvP вторжение в чужую кампанию. Новая Sniper Elite выйдет в релиз 30 января на ПК, PlayStation и Xbox, включая Game Pass. А с новостями у меня все. Приглашаю вас забуриться на сайт stopgame.ru, чтобы прочитать еще больше новостей и обзор экшена Project Tower от Максима Захарчука. Приятного ознакомления и отличных выходных!